Доброго хорошего дня всем зрителям моего канала, моим подписчикам и просто гостям. Сейчас мы с вами на канале «Вязание крючком с Ольгой Головатой». Также хочу вам напомнить, что у меня есть еще один канал, который я посвятила вязанию спицами. Приглашаю вас заглянуть. Ссылочку на канал вы найдете в описании под этим же видео. Сегодня на этом канале я хочу с вами связать очень симпатичненький узор, который вяжется просто, выглядит очень мило и пригодится вам в вязании всяких разных ваших вещей. Надеюсь, что с этим узором у вас возникнет много идей. Раппорт этого узора состоит из одного колечка, одной горошинки в ширину и 4 ряда в высоту. И повторяя эти 4 ряда, мы получаем интересное чудесное полотно. Образец, который перед вами, я связала из хлопка турецкого производства. Это хлопок Лилу, стопроцентный катон, мерсеризированный, 50 грамм, 225 метров. И крючком фирмы Тулип японского производства номером 1,25 в миллиметрах размер головки крючка. Для исполнения сегодня этого узора я возьму хлопок тоже турецкий, немножечко потолще. Это будет хлопок бегония и крючок номером 1,5. И принимаемся за работу. Набираем первую петельку. Мы сейчас вяжем первый раппорт в ширину и вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Теперь делаем 2 накида на крючок, возвращаемся в первую петельку и из первой петельки провязываем столбик с 2 накидами, петельку оставляем на крючке, опять 2 накида на крючок, из этой же первой петли снова вяжем столбик с 2 накидами и тоже петельку этого столбика оставляем на крючке. И теперь делаем 3 накида на крючок, возвращаемся в эту же петлю и вяжем столбик с 3 накидами. Провязали. Теперь все эти петли на крючке мы соединяем в одну петлю. Провязываем воздушную петельку и под верхнюю дужку вяжем 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Одна воздушная петля. И теперь под нижнюю дужку 2 столбика остаются у нас посерединке. Хвостик мы укладываем по этой дужке, он у нас прячется. Тоже вяжем 9 столбиков без накида. 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Теперь воздушная петля и заходим в угловую петельку этого колечка, провязываем столбик без накида. Мы с вами связали первый раппорт в ширину, и это первый наборочный ряд. Этот первый наборочный ряд будет немножечко отличаться от всех последующих рядов в полотне, этих же рядов. Вяжем следующий раппорт. Здесь мы вяжем 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. 2 накида на крючок. Возвращаемся по цепочке в третью петлю от начала цепочки и вяжем столбик с 2
накидами. Снова 2 накида на крючок и снова столбик с 2 накидами. Петельки остаются у нас на крючке. И теперь столбик с 3 накидами из этой же петли. 1, 2 и 3. Все петельки провязываем вместе. Воздушная петля. Под верхнюю дужку вяжем 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Воздушная петля. Теперь под вот эту вот перемычку заходим крючком, провязываем столбик без накида, снова воздушная петля. И теперь под нижнюю дужку снова вяжем 9 столбиков без накида. Воздушная петля. И вот эту вот угловую петелечку входим крючком, провязываем столбик без накида. Мы с вами связали второе колечко, и это второй раппорт. Вяжем третий раппорт. Снова 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. 2 накида на крючок. От начала цепочки в третью петлю попадаем. Вяжем столбик с 2 накидами. Петельку оставляем на крючке. Снова 2 накида на крючок. Снова из этой же петли столбик с 2 накидами. Петельку оставляем на крючке. И теперь 3 накида на крючок. Возвращаемся в эту же петлю и вяжем столбик с 3 накидами. И теперь все эти 4 петли на крючке соединяем в одну. Вяжем одну воздушную петлю под верхнюю дужку, вяжем 9 столбиков без накида. Теперь воздушная петля и опять под цепочку крючком под перемычку связали столбик без накида, воздушная петля и под нижнюю дужку вяжем снова 9 столбиков без накида. Воздушная петля и вот эту вот петельку в уголочек провязываем столбик без накида. И мы с вами связали третий раппорт. Вот так вот, такими колечками мы набираем нужную нам ширину для нашего изделия. Я свяжу еще 2 раппорта. Ну вот у нас связано 5 раппортов в ширину. Это первый наборочный ряд. Отсюда вяжем второй ряд. Вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И теперь у нас вяжется цепочка из 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Накид на крючок и заходим под вот эту вот перемычку между колечками. Вяжем столбик с накидом. Снова вяжем 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. И накид
на крючок между следующими колечками под перемычку вяжем столбик с накидом. Снова 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Накид на крючок и под перемычку между колечками вяжем столбик с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Накид. Между колечками под перемычку вяжем столбик с накидом. И последнее колечко. Снова 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Накид на крючок. И мы заходим. Вот здесь мы делали воздушную петлю, когда разворачивались. В эту петлю мы заходим. Вяжем столбик с накидом. И это у нас был второй ряд нашего узора. Теперь вяжем третий. Отсюда вяжем 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Разворачиваем вязание. В наше колечко мы берем центральную его петельку. Можно посчитать, а можно просто брать на глаз. И цепочка у нас остается. Она должна завязаться вместе с этим столбиком без накида. Провязываем столбик без накида. Снова 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Следующий раппорт. Мы опять берем петлю на колечке и нашу цепочку предыдущего ряда завязываем вместе с этим столбиком без накида. Связали. И снова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Следующий раппорт. Делаем то же самое по центру колечка. Цепочку оставляем в середине. Вяжем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Следующий раппорт. Опять посередине колечка вошли в петельку. Цепочку оставили в серединку. Провязали столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. И вот у нас последний раппорт. Мы опять входим в петлю. Вяжем столбик без накида. Теперь вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем 2 накида на крючок. И вот у нас есть половинка цепочки. От начала этой цепочки в третью петлю мы должны попасть в цепочку третьей петли и вяжем столбик с 2 накидами, закрываем его. И мы с вами связали третий ряд узора. И четвертый последний ряд, очень простой. Вяжем воздушную петельку. Здесь у нас половинка арочки, и мы под эту половинку вяжем 6 столбиков без накида. Связали. А теперь под полную арочку мы вяжем 11 столбиков без накида.
Обвязали арочку. Следующая арочка снова 11 столбиков без накида. И следующая и еще одна арочка у нас по 11 столбиков без накида. И последняя арочка, это половинка нашей арочки. Мы здесь вяжем 6 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5 и 6. И мы с вами связали первый раппорт на 5 повторений в ширину, 1 раппорт в высоту. Это начальный раппорт. Первый ряд немножко вязался по-другому. Мы свяжем еще один раппорт, и первый ряд уже следующего раппорта будет повторяться одинаково дальше в полотне. Подхватываем петельку, переходим на второй раппорт. Вяжем подъемных 3 воздушных петли. 1, 2 и 3. И теперь дальше у нас идет цепочка из 8 воздушных петель. Провязываем первую, эту первую мы отмечаем и вяжем вторую, третью, четвертую, пятую, шестую, седьмую и восьмую. Делаем 2 накида на крючок, возвращаемся в эту отмеченную петельку и вяжем столбик с 2 накидами, петельку оставляем на крючке. Снова 2 накида на крючок, из этой же петли столбик с 2 накидами, петельку оставили на крючке и теперь столбик с 3 накидами из этой же петли. Связали у нас 4 петельки, провязываем их вместе, делаем воздушную петлю, под верхнюю дужку вяжем 9 столбиков без накида. Теперь воздушная петля, под перемычку провязываем столбик без накида, воздушная петля, и вот у нас нижняя дужка, вяжем 9 столбиков без накида. Воздушная петля, в угловую петельку провязываем столбик без накида. Теперь делаем 2 накида на крючок, подхватываем наше вязание на изнаночную сторону и входим в шестую петлю вот этой вот большой арочки, провязываем из этой шестой петли столбик с 2 накидами и эту петлю этого столбика протягиваем через нашу ведущую петлю. Мы связали с вами первый раппорт уже следующего повторения. Теперь вяжем следующий раппорт. Отсюда мы вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. 2 накида на крючок. Цепочка должна смотреть к нам лицевым колоском. И от начала цепочки во вторую петельку мы входим, вяжем столбик с 2 накидами.
опять 2 накида на крючок, столбик с 2 накидами, теперь 3 накида на крючок и столбик с 3 накидами. Закрепили эти петли вместе, воздушная петля, под верхнюю дужку вяжем 9 столбиков без накида, воздушная петля, вот наша перемычка, под эту перемычку заходим, вяжем столбик без накида, воздушная петля, и под нижнюю дужку у нас развернулось вязание, вяжем снова 9 столбиков без накида. Воздушная петля, в угловой столбик без накида провязываем столбик без накида, делаем 2 накида на крючок, подхватываем наше вязание изнаночной стороной к себе и опять на нашей арочке следующей в центральную петельку вяжем столбик с 2 накидами и его петлю протягиваем через ведущую. Мы с вами связали второй раппорт. Колечки у нас крутятся, но мы потом их закрепим в процессе вязания следующих рядов. И вяжем третий раппорт. Снова 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. 2 накида на крючок. Во вторую петельку от начала цепочки вяжем столбик с 2 накидами, оставили петлю, 2 накида на крючок, опять во вторую петельку вяжем столбик с 2 накидами и теперь столбик с 3 накидами, все в ту же петлю. Закрепили эти петельки, воздушная петля, вяжем под верхнюю дужку 9 столбиков без накида. Воздушная петля, под перемычку входим крючком, провязываем столбик без накида, воздушная петля и под нижнюю дужку снова 9 столбиков без накида. Воздушная петля, в угловой столбик входим крючком, провязываем столбик без накида, 2 накида на крючок, подхватываем наше вязание изнаночной стороной к себе и в центральную, в шестую петельку провязываем столбик с 2 накидами, петлю этого столбика протягиваем через ведущую. Мы повторили с вами уже 3 раппорта. Теперь у нас вяжется еще один раппорт, и вот здесь вот будет еще один раппорт. Вяжем этот, а последний свяжем вместе. Я связала уже 4-й раппорт и 5-й. Давайте еще раз свяжем вместе. Вяжем отсюда 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. 2 накида на крючок, цепочка смотрит к нам лицевыми петельками, во вторую петельку от начала
цепочки, вяжем столбик с 2 накидами. Еще раз 2 накида на крючок и еще раз из этой же петли вяжем столбик с 2 накидами. Петельки остаются на крючке. Теперь 1, 2, 3 накида на крючок и опять из этой же петли вяжем столбик с 3 накидами. Провязываем все эти петли вместе. Воздушная петля. Обвязываем верхнюю дужку 9 столбиков без накида. Воздушная петля. Под перемычку вяжем столбик без накида, воздушная петля и под нижнюю дужку вяжем 9 столбиков без накида. Воздушная петля. В угловой вот этот вот столбик без накида, начало нашего колечка, вяжем столбик без накида. Теперь делаем 2 накида на крючок. У нас полотно должно смотреть к нам изнаночной стороной. И из уголка, вот наша половинка нашей арочки, из последней петельки вяжем столбик с 2 накидами. И точно так же эту петлю этого столбика протягиваем через ведущую петлю. И мы с вами связали первый ряд уже второго раппорта. И вот так вот первый ряд будет вязаться всегда в полотне. Связали. Теперь вяжем второй ряд. Отсюда вяжем 3 воздушные петли. 1, 2 и 3. Это подъемные 3 воздушные петли. Теперь вяжем цепочку из 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Разворачиваем лицевой стороной наше полотно. Делаем накид на крючок, и нам нужно связать столбик с накидом над вот этим вот столбиком. И для того, чтобы это было очень аккуратно, столбик над столбиком, я захожу на один ряд ниже, попадаю вот сюда крючком и провязываю из этого места столбик с накидом. И у меня получается четко столбик с накидом и столбик с накидом. Это будет одна линия. И теперь снова вяжем 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. И опять между колечками делаем накид на крючок и, попадая на ряд ниже, вяжем столбик с накидом. Снова 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Снова накид на крючок. Вот мы попадаем вот в эту петлю. Вяжем столбик с накидом. Снова 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Накид на крючок, попадая на ряд ниже в столбик предыдущий, вяжем столбик с накидом. И снова 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. И здесь у нас в конце накид, и в уголочек нашего колечка входим крючком, вяжем столбик с накидом. Мы с вами связали второй ряд
повторение нашего раппорта. Вяжем третий ряд. Отсюда вяжем 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Разворачиваем вязание. Теперь обращайте внимание, колечко крутится. Соответственно, у нас вот здесь вы смотрите колечко изнаночной стороной. Значит, вот как правильно развернуть наше колечко. И в петельку входим посередине колечка, завязывая цепочку в середину, провязываем столбик без накида. Снова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Опять смотрим, развернули наше колечко. На колечке цепочка в серединку, столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Развернули колечко. Входим на колечке в центральную петельку. Цепочка у нас остается в середине. Провязываем столбик без накида. И снова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Провязываем столбик без накида. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Развернули колечко. Находим центральную. Вяжем столбик без накида, завязывая одновременно цепочку предыдущего ряда. И здесь мы вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем 2 накида на крючок. И на вот этой вот цепочке в третью петлю, в третий колосок, попадая, вяжем столбик с 2 накидами. Мы с вами закончили уже третий ряд. Теперь делаем воздушную петлю и вяжем последний, 4-й ряд. Это у нас половинка нашей арочки, и мы вяжем 6 столбиков без накида. А здесь уже начались полные наши арочки, и мы под каждую из них до конца ряда вяжем по 11 столбиков без накида. Так мы провязываем до конца ряда еще 3 арочки. И последняя у нас полуарочка. Мы под эту цепочку вяжем 6 столбиков без накида. Ну вот мы с вами и повторили уже второй раппорт. Сейчас его немножечко поправлю. Он очень хорошо заглаживается. Колечко у нас не переворачиваются. Они у нас держат форму, так как это связано из хлопка. Отлично, легко гладится полотно. Вот и все. Вот такой вот простенький узор. Мне он очень приглянулся, и я бы, к примеру, связала таким узором какую-то интересную блузу или тунику. Или бы использовала его в каких-то отделках или кокетках. Давайте посмотрим еще раз большой образец. Ну вот перед вами опять большой образец. Это лицевая сторона этого рисунка. Вот давайте посмотрим еще раз изнаночную сторону. Она очень аккуратненько тоже выглядит. Направление вязания у нас вот идет первый ряд, и отсюда мы двигаемся вверх. Колечко не прикреплены у нас внизу, но это не мешает этому
полотну. Хотя, если вязать, к примеру, наоборот, брать направление, то у нас колечко, если брать сверху вниз, буду смотреть вниз, и это будет получаться как такой вот легкий ярус. Интересный рисунок, просто исполняется, очень просто, и я даже позволю себе отнести этот рисунок в раздел простых узоров. И думаю, что вы очень легко с этим рисунком справитесь. Хороших вам идей, хороших вам изделий. А я на сегодня буду с вами прощаться. До новых встреч, до новых идей и до свидания.